Друзья, всем привет! Это Большая Камбоджа, Александр и Эппи. Сегодня у нас 20 января и идет полная подготовка к китайскому Новому году. В Камбодже очень много китайцев, потому что китайцы здесь уже живут больше 1000 лет. Они все время здесь были, и сейчас они есть. Короче, их здесь очень много, и они отмечают Новый год. К нему идет активная подготовка. Мы сейчас вот приехали вот на такое место. Китайцы здесь покупают разные цветы, разные истории, но вот самое главное, покупают вот такие деревья с мандаринами, с китайскими, и всегда ставят их около там своих домов, около офисов, около магазинов. Ну, конечно, я в Китае там много прожил времени, и вот это все было видно. Особенно были видны всегда вот эти мандариновые деревья. А у нас вот это на районе, вот около рынка, такой импровизированный такой мини-рынок они сделали, и вот здесь продают такие вещи всевозможные, которые символизируют Новый год. Также везде уже фонарики висят. Сегодня я вам буду показывать и рассказывать, как здесь проходит китайский Новый год, как проходит его празднование. Всем приятного просмотра. Да, китайцев много. Кстати, я забыл сказать, что Эппи у нас тоже немножко китаянка, потому что ее дедушка был китайцем, так что в ней китайская кровь тоже течет. Но мы особо его не отмечаем, хотя тоже с Китаем связано очень сильно. Так, туда. Так, мы вот на рынке, здесь все двигаемся. Я вам решил еще заснять вот этих поросят. Вкусные поросята. Гуси и утки. Фонарики и красный цвет. Китайцы красный цвет очень сильно любят. Вот люди здесь закупаются, чтобы дома вывесить. А мы сейчас едем на набережную, вот в нашем районе набережная. И там китайская пагода, ну китайский храм. А здесь какая-то происходит торговля куриц. Бедные курочки. Вот эта курочка убежала, а вон они там лежат, да? Засними вот там. Это маленький, да? Да. Значит, здесь маленький храм китайский. Смотрите, уже все наряжается. Снимаем обувь и заходим вовнутрь. Алло. Я редко бываю в китайских храмах. Последний раз был в Бокоре. Вот здесь такие подношения. И мясо сырое, и яйца. Я, конечно, прошу прощения, мне про культуру, как это все происходит, никто не рассказывал, но я сам особо, честно говоря, не знаю. Здесь такие свечи большие. Храм очень красивый. Так, здесь что-то сжигается, но это какие-то бумажки, на которых пишется что-то. Так, дети окружили Эппи. И она всем им по маленькой денежке даст.
Здесь надписи и на китайском, и на камбоджийском. Здесь такой, кстати, красивый вид. О, прям храм классно смотрится. Так, Пномпень у нас вон там видны башни, небоскребы. Это река Басак. Я там как-то про нее снимал, про рыбаков. Здесь есть выпуск, кому будет интересно, обязательно посмотрите. А здесь вот какая-то другая река. Прям такое мощное течение здесь. Вот что-то она здесь, эту набережную, начинает подъедать. Вода. А здесь прям такой выход к реке. Меня часто спрашивают, почему река такая мутная. Ну, в азиатские реки они все такие мутные, потому что очень много взвеси. И вода там вся такая с илом. Да, и лестница очень красивая. Я вот здесь, хоть и живу здесь уже сколько времени, я вообще здесь первый раз. И на самом деле это рядом. Я все время почему-то проезжал это место мимо. Но, как видите, вот сегодня вместе с вами тоже смотрю, это первый раз. Китайский храм на берегу реки. Это статуя какой-то богини. Друзья, если кто в курсе, можете в комментариях обязательно написать. Потому что я вот подобную статую, только без ребенка, видел на Хайнане. Я был в Китае на Хайнане, там вот подобная статуя была. Ну, я не знаю, может быть, это именно не это, но вот женщина была тоже. Так, а мы едем дальше. В другой храм. Тоже вам его покажу. Мы едем по набережной. Набережная здесь у нас очень такая красивая. Вот впереди какая-то тетя везет какую-то травку. Может, она ее продает, а может быть, она ее купила себе домой, не знаю. Вот красивая набережная у нас. Так, а вот мы подъезжаем еще к одному месту. Я здесь проезжал здесь много раз мимо, но ни разу здесь не был. Так. Тоже храм китайский. Так, где запарковаться? А это фейерверк? Нет? They ready from this one. You know, from how to say, you want up at finish, yeah. А когда будет? This morning. А, сегодня это было, да? Да. Тут они прыгали. Блин, вот это я пропустил момент такой, да? Ну, ребят, вот что удалось заснять, потому что я утром сегодня был занят, возил сына в садик. Китайский храм. Красивый. Красивый, с драконами, безусловно, драконы, как всегда, есть. А, вот то, что женщина продает, это тоже какие-то свечи, благовония такие большие, как вот здесь. Хорошо, торговцы воробьями. Воробьями и птичками. Этих птичек можно купить и на счастье выпустить. Ну, как к этому относиться? Ну, вот... Уже как есть. Вот так есть у них это. Такая-то у них традиция. Как всегда, вот эти красивые львы. Так, обязательно нужно снять обувь. Обязательно снять обувь. И зайти в храм. Hello. Так, можно поставить свечи, точнее не свечи, а благовония. Здесь вот люди такие подношения приносят. Внутри мне не разрешили поснимать. Ну вот очень красиво, какой красивый дракон.
Просто потрясающий дракон. อันนี้คู่สบาย จ้ะ นี่คือเตี้ยนี่หลบปี Я говорю, давай тоже внесем какие-нибудь подношения к храму. Уважать нужно любые религии, любые верования, любые праздники. Это уважение. แต่ปะนะห้องนะ เปิดสบายไป จ้ะใช่จ้ะ Какую-то денежку дать на храм. Обязательно. ดาวคน Хорошая атмосфера. Акончра. Акон. Что они тебе дали? Что это такое? from lucky На удачу, да, какую-то штучку? Отлично. Нет, птичек мы трогать не будем. 100%. Нет, 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 нет. Мы не будем заливаться этой историей. you know it's about you know it's about in China I don't know about culture for this one. Да, я знаю, что ты не знаешь китайскую культуру, но лучше надо чуть-чуть знать. Чуть-чуть надо знать. Да, когда мы чуть-чуть будем знать, тогда будет все хорошо. Как видите, храм невысокий. Что тот был невысокий, что этот. Вот такая интересная культура. Я, кстати, вот в религиозной культуре, повторюсь, я знаю достаточно мало китайского. Значит, сначала положить сюда вот, допустим, такую свинью, да? Вот так вот они ее понесли. Вот, а потом они ее поставили туда к себе в машину. Для того, чтобы на удачу, да, чтобы она там... Ну, короче... Get to people eat. И да. Need to eat. Да, и потом, короче, они эту свинюшку кушают. Вон еще и пиво осветили. Вот такая интересная культура. My people make them in Pagoda. No, not my people. My people not take bad food. Вот она говорит, что кмеры типа обратно не забирают. Если они в Пагоде оставили, а эти вот, получается, оставили и потом забрали. Ну, я, допустим, там вот то, что мы видели, какие-то там были яйца, там все остальное, это, наверное, там останется точно. А вот видите, свинью, может быть, освещили. Ну, по крайней мере, мне так сказала Эпи. Я не знаю, насколько это все точно. Nobody give him. I give him. Да, ты молодец, что даешь. Да, все, они забрали и дома сейчас будут кушать. Так это из Chinese, да? Из Khmer Chinese. From rich people. First rich people come at the start. Это став. Какой-то, короче, состоятельный человек вот эту свинью здесь осветил. Вот они везут ее к семье. Ну, Khmer Chinese, да? Or maybe Chinese? Not Chinese, only my Chinese. Khmer Chinese. Да, to family. Для семьи. Все понятно. Сейчас мы у тети расспросим все точно, что делать и что снимать. Давай, тетя, расскажи нам, чтобы заснять интересные истории про китайский Новый год. Друзья, все остальное представление будет завтра. Сегодня, получается, был такой подготовительный день. Ну, мы так немножко посмотрели храмы. И вот сейчас продолжайте просмотр. Уже будет завтра. Будет очень интересная ночная история китайского Нового года, который проходит в Камбодже. Друзья, наверное, не слышно, но у меня тут соседи просто уговорили прийти и посидеть с ними. Чуть тут пиво с ними выпьем. สองสามีสมใจเปลือยเพียงทุกเดียดโตปีว่าฉันควันเดือเดือเพียใส่ตื่นนอนไม่ก็ลืมเลย Кстати, решил им приготовить вот такую мойву. Попробуют. Ну, как бы сидят там за столом, нужно что-нибудь сделать такое интересное. Вот такое вот мойва, кстати. И она попробовал с малосянью. Буду делать первый раз, не знаю, что получится именно с малосянью. Сейчас еще добавлю оливковое масло и сейчас поставлю в гриль. Я, кстати, вот такой себе гриль купил. У меня такой же в России есть. Это вообще бомбический газовый гриль. Вот сейчас буду готовить здесь мойвочку. Надеюсь, будет вкусно. Оливковое масло и малосяние чуть-чуть еще. Так, уже прошло 25 минут практически. Вот она, наша мойва.
я думаю, готово. Ну, вот у меня просто было, что было под рукой, то я приготовил для людей попробовать мою кухню. Я, кстати, часто готовлю мойву, вообще вкусная. В оливковом масле, вот, с малосянием. Вот такая получилась мойва, но я просто так симпровизировал. Да, еще, кстати, вот эту капусту сделал, тут я покупал в одном из русских мест, где готовят русскую еду, такая капуста есть. Говорю, попробуйте не только вот кимчи, а попробуйте еще вот эту вот такую капусту мы едим. Просто лук, подсолнечное масло. Но рыба понравилась всем. Не знаю, по крайней мере, так сказали. Празднование китайского Нового года продолжается. Капуста понравилась, да? Креветки, кузнечики такие рассказывают мне, что тут. Что такое? Это лягушки. Лягушки жареные. Это вот Алексей тут приезжал в Камбоджу, вот он полюбил. Алексей полюбил шелкопрядов. Это шелкопряд. Кстати, а вот это вот яйцо, оно с зародышем. Я такое не ем точно вообще. Никогда не пробовал, не хочу. Нет аппетита. This one very famous. Nước chín khổ bờ rối. Wrong lyric one. Ну, кто там? Я спросил, ты куда камеру положил? Это ты туда засунул, да? Человек, камера. Спать ложись. Спать ложись, все, ложись спать. Спать ложись, все. Друзья, мы выехали из дома, едем в китайский храм. Меня везет Эпи. С нами едет Бонда. Итак, друзья, мы выехали и подъезжаем к китайскому месту. Они сейчас зовут, мне кажется, что с ним. Вот она, китайский Новый год. В Камбодже, вот такой вот вон, вот такой он, вот он, да, братва, это здесь мы. Заезжаем. Hi guys. Мы практически подъезжаем к храму. Около храма торговцы торгуют разными вещами. Все ждут китайский Новый год. Самое главное его дождаться, чтобы заснять. Hello. Ну все такие добродушные, блин, классные вообще все. Дети подошли деньжат собрать. Ребята тоже собрались собрать деньжат. Друзья, мы сейчас зайдем посмотрим, что происходит здесь в храме. Самое главное, есть полиция. Это моя полиция. It's my police. My police. It's my police woman.
А, это Sugar King. Это сахарный тростник. Вот измени сахарный тростник. Вот измени. Чтобы была длинная жизнь, нужен сахарный тростник. Нифига себе, как он толстый. Так, окей, go together. Все, на удачу. Друзья, вот поставили свечи, пожелали удачи и мира и здоровья всем вам. Вообще всем. Чтобы все было хорошо. Вот в китайском храме. Так, мы купили хлопушки. И это тебе на удачу, да, попалась штучка? From Lucky. Да. Look here, you see, interesting, Lucky. It's a girl, Lucky, girl. See, girl. Гэга. Yeah, girl.